порядке. По закону это можно. Я знаю, что подцепила ранее, и удалить все. Свели сначала в темную комнату с кучей экранов, потом сразу удаляй и проверить. Потому что слишком добрая, нужно было настоять на своем. Девочки, давайте быстрее, а? Что у нас сегодня? По 37 тысяч. Неплохой. А кто-нибудь, может, хочет дело, например, ну, я не люблю для выбора. Маша, ты же теперь пьешь, да? Ну надо сейчас. Привет, девчонки. Несите, пожалуйста. Привет. Привет. Привет, Лера. Привет, Дима. Может быть, ты представишь своих подружек? Да, конечно, это Диана, это Маша, это Дёня, это Нил. Приятно Привет. познакомиться. Мы тут тебе кое-что привезли. С днем рождения. Спасибо за передачку, но я, к сожалению, не употребляю спиртные напитки. Меня, кстати, Дмитрий зовут. Как вам мой сегодняшний прикид? Я старался помоднее одеться. Ты красавчик. А что, ребята тоже не пьют? Посмотрим. Вам не многовато будет? 2 пакета вина Ну, вот на идем 3 домой, девчонок. Я думаю, мы справимся. Может, пойдем? Пойдем. Кстати, а сколько тебе исполняется лет? 22. Это симметричное число, ты можешь загадать заветное желание. Я знаю, что он загадает. Денис, Нил, а слушай, это не псевдоним твой, это настоящее имя? Ты африканец, случайно? Что так думаете? Есть много известных людей, например, Нил Гилевич, или у меня даже знакомый есть еще один Нил. Кстати, забавная история про имя Нил. Если вы меня, одного известного баскетболиста Шакила Нил, поменять одну букву, получится Шакаладал. скажи, Дёня, зачем ты опошляешь этот вечер своими глупыми шуточками? Это нормальная шутка, что ты. Маша, а ты зачем все это снимаешь? Ты же понимаешь, что когда ты все снимаешь на камеру, то ты портишь атмосферу, люди не наслаждаются отдыхом. У нас же сегодня праздник. Ну, кстати, Ну. документировать это прикольно. Ладно, Главное, как чтобы у меня пожелаешь. было задокументировано. Можешь не снимать, пожалуйста. Как пожелаешь, хорошо. Девчонки, как вам вообще атмосфера здесь на даче? Классно. Воздух хороший. Круто, очень красиво. А мы скоро придем? Ну, мы уже почти...
Я забыл ключи от ворот, так что нам придется перелезть. Ты шутишь? Это вообще твой дом? Да, это дамы. Ну ладно. Давай. Я помочь? Нет, спасибо. Нет, я не могу, извините. О, так здесь уже праздник. О, тортик. Саживайтесь. А что, мы сразу будем есть торт? Ну, я подумал, что это мой праздник, и я хочу есть только ту еду, которая эстетически меня привлекает. Я считаю, что кроме торта никакая еда не заслуживает моего полного внимания. Да ты эстет, Дима. Приходится. Ну, раз торт может, не знаю, стаканы принести. Да, у Ну, нас ты, же конечно, есть винчик. можешь сходить, но я ничего пить не буду. Я за стаканами. Так, отдай сюда. Я первый себе отрежу кусок, как именинник. Ну ладно. Спасибо, Лера. Ничего страшного. Угощайтесь, девушка. Спасибо. Ну, подождем сосиски. Ну, для этого Передай, пожалуйста, на вино. вы будете прямо из горла пить, как Свидание. быдлосы. Я пытаюсь сделать красивый праздник. Ну, сейчас Маша принесет кружки или стаканы. Короче, суть-то в чем? Ты просыпаешься, когда спишь, как бы разумом, но телом не просыпаешься. И получается так, что ты видишь какие-то вещи в темноте, но ты ничего не можешь с этим поделать. Ты не можешь встать и Может быть, посмотреть. поговорим о каких-нибудь более красивых вещах? Например, может быть, кто-нибудь ходил на выставки какие-нибудь в последнее время? Какие-нибудь культурные события? Ну, я была на какой-то выставке. Там, кажется, выставка выпускников Академии искусств. Ну, тут не о чем рассказывать. Я тоже недавно был на выставке Гарри Поттера. Очень убогая Пожалуйста, это выставка. никому не интересно слушать, я думаю. Ну ладно. Нет, ну почему? Может, все-таки. Угощайтесь тортиком. Большое спасибо, Дмитрий. Была абсолютно убогая выставка. Там выставляли в основном фанарт, пытались продать фанаты Гарри Поттера свои картины, причем картины многие не имели никакого отношения к Гарри Поттеру или вообще к чему-то подобному. Там еще были поделки всякие убогие, типа сшитые из ткани улитки, и надпись такая: улитка из теплицы мадам Стебль, 100 тысяч белорусских рублей. И ты такой можешь купить себе эту улитку. Вот на Ну, это не имеет, по-моему, никакого отношения к искусству. Это просто какой-то навар на простых людях. Ну да. Ну, ты не режь так много. Хорош? Как вам праздник? Вы чувствуете атмосферу? Честно? Да. Очень А чего ты прикольное. ждешь? Очень прикольное событие. Маша, чего ты ждешь? А главное- Не знаю, я действительно, я хочу пожарить сосиски. Может быть... Ну, тогда, наверное, нужно порубить дрова. А для того, чтобы порубить дрова, нужно, чтобы мне кто-нибудь помог. Например, Лера. А что мне нужно делать? Но тебе нужно посветить А. фонариком, пока я буду рубить. Да, конечно. Прямо сейчас. Ну, я не знаю. Ну, торт мой никто не будет трогать, я надеюсь, пока я уйду. Нет. Дёня. Ладно, пойдем с тобой порубим дрова. Проходите. Встань, пожалуйста, вот здесь, чтобы я мог рубить. Посвети, пожалуйста. Нормально?
осторожно, ты же можешь пальцы себе Я отрубить. профессионал. Ой, осторожно. Встань вот сюда, пожалуйста. Свети, свети. Ты плохо светишь. Ой, а где мальчишки? Они ушли трахаться. Вроде они говорили, что скоро будут. Дмитрий, ты не знаешь, куда они пошли? Нет, не знаю. Девушки, может быть, вы хотите ради разнообразия посмотреть мои фотоальбомы? Ну, На чем вы смеетесь? Нет, ни на чем. хотим. Твои Очень фоточки интересно. это прикольно. Это не фоточки, это фотокартины. Ну так мы ждем. Я схожу за компьютером и принесу. Ну не стесняйся так. Да? Чё там? Маша, мы только тебя ждем, чтобы начать показ. Ну, я закончу и приду. Ну, по-моему, у тебя уже готова сосиска. Ладно, хорошо. Ну вот. Это альбом, который я делал, когда ездил год назад на Мальту. Ты ездил с друзьями? Нет, один. Мне не хотелось там провести время как турист. Я туда ездил как человек искусства, как фотограф. И искусство можно творить только одному. Красивый кадр. Мгм. Как вам? Вот это вообще минимализм. Видите, какая здесь фигура? Да, прикольно. Красивая и игра с пустым пространством. Треугольник по центру кадра. Такая интересная композиция. Что скажете? Интересно. Скажи, Димон, вообще много в Минске адептов современного искусства такого же уровня, как и ты? Ну, я не уверен, ты иронично задал этот вопрос или нет, но я думаю, очень мало. Ну, может быть, 1% где-то. Ну, где-то 20 тысяч человек. Ну, я думаю, меньше. 500 человек. Да, по-моему, это обычные туристические фотографии. Ну, не совсем обычно. Думаешь, каждый турист такие фотографии делает? Я Мне кажется, сомневаюсь. да. Ну, посмотри, здесь даже большинство туристов, когда делают фотографии, у них завален горизонт, а здесь не завален горизонт. Ты можешь проверить, у меня специальная программа, и она покажет, что здесь, видишь, какая геометрия просто, ну, скажем, это рука мастера видна. В обычных туристических фотографиях ты такого не увидишь. Красиво? Видите, какие разные балкончики. Красиво? Это красиво, что скажете? М? Ну вы не спите, я же показываю искусство, я вложу в него душу. Вы должны внимательно хотя бы да, отнестись. Красиво. Ты вкладываешь какой-то смысл в свои фотографии?
Ну, мне не нравится так глубоко анализировать. Это скорее просто импрессионизм. Это просто импрессия красоты. Поэтому и людей нет. Ну почему? Есть люди, вот смотри, вот здесь сидит человек. Это я зашел в какой-то тупик, и там какой-то старик сидел. Я его сфотографировал, и вышло так довольно красиво. Перспектива действительно интересная. О чем вы шепчетесь? Так? Хотим сделать вечер веселее, но пока не выходит. Ну, у меня еще кое-что запланировано. Я думаю, еще будет вам весело. Интересный кадр, да? Красивый кадр? Слишком размыто. Это часть задумки. Лера, а ты что скажешь? Интересно. Очень красиво. У тебя всегда какое-то особенное видение на предметы, мне кажется. Ну, мне кажется, из вас меньше всех разбирается в современном искусстве Мария все-таки. Так Мария же тоже видеограф. Но это нельзя назвать каким-то искусством ее видеографии. Это просто... Вот это действительно просто любительская съемка. Ладно, Красивый просто кадр? каждый взгляд. Да? Смотрите, как интересно. Одни ворота закрыты, а вторые ворота открыты. Пойдем, может? Да, идем отсюда. Ну подождите, тихо, посидите еще. Хотя бы давайте досмотрим первый альбом. Их много? Ну, в смысле, это наш... Ну вот это самый новый альбом, но у меня еще есть несколько старых, но некоторые из них я уже стесняюсь показывать, потому что я сильно продвинулся как фотограф. Красивый кадр? Лера, что ты скажешь? Да, в целом интересно. А вот этот? Ну и вот этот тоже. Красивый закат. Хотел бы там побывать? Да, когда-нибудь. Красивые парни? Тебе такие нравятся? Пожалуй. Ну вот этот лысый, он тебе тоже нравится? Вот это одна из моих самых здесь, мне кажется, сильных работ. Типа 3 стихии из 4? Ну, я же говорю, мне не нравятся такие символы. Конечно, это похвально, что ты так пытаешься глубоко копнуть, но тут, наверное, нужна какая-то подготовка все-таки, чтобы правильно считывать замысел автора. Здесь нужно видеть простую красоту, понимаешь? Это минимализм, это что-то вроде хокку, только в фотографии. Ты видишь здесь небо, земля, вода и одинокий старик в белой одежде, а над ним столб. Красивый кадр. Видите, как интересно, падает на одну половину света, вторая половина осталась в тени. Как будто у тебя камера сломалась. Нет, это точно не какой-то дефект, это так свет падает. Видите, какие интересные розовые грибы растут. В общем... Ну подождите, осталось совсем... В дамскую комнату. Ладно, хорошо, в дамскую комнату можешь отойти. Всё, Маша. Тогда Маша, подсядь ко мне, может быть. Да, Маша, Я сейчас. думаю, я пойду. Ты куда? Она скоро. Мы чуть-чуть покурим, там, попудрим носик. Все норм. Лера, остались только мы с тобой, похоже. Да. Что скажешь про эту картину? Интересный. Интересный розовый цвет. Красиво? Ого. Вот здесь особенно, по-моему, красиво падает свет. Стандартная композиция. Тебе удобно здесь сидеть? Да, да, вполне. Может быть, я тебя укрою, чтобы тебе потеплее было? Спасибо. Как тебе в целом весь альбом, как ты его оценишь в совокупности? Ну, не знаю. Ну, такой своеобразный взгляд на город. Ну тут не просто город, здесь целый остров, и там несколько городов зафиксировано. А, Я тебя утомил, да?
Нет, не то, что... Тебе скучно, да? Ну, нет, нет. Ну, я так смотрю, тебе не особо понравилось. Мне почему было интересно, просто, наверное... Слушай, ты здесь посидишь одна, твои, наверное, подруги скоро вернутся. А мне нужно сходить в душ, потому что я чувствую себя грязным. Хорошо, хорошо, Включай, пожалуйста. без проблем. Ну что, Как наш вы тут? именинник. Ой, отошел в душ, Проходи. скоро будет. О чем вы Довольно тут беседовали? необычно. Ну, досмотрели весь фотоальбом. Хотели посмотреть следующий, думали, ждать ли вас. А что это у нас такое секретное на рабочем столе? Диана, может быть, ты не будешь все-таки лезть в чужое? Ну что, он что это делает для аудитории и все такое. Несмотря на то, что я такой искренний, несмотря на то, что я такой талантливый, девушки на меня дважды никогда не смотрели, никогда не замечали. Ну, тут даже скорее не моя какая-то личная обида, а просто мне даже обидно за них, что они не могут познать то, что, казалось бы, им должно понравиться. Я уверен, что я бы принес им много радости тем, какой я мог бы быть для них интересный мужчина. Но они даже этого никогда не узнают, потому что они судят по обложке, они не заглядывают внутрь моей души. А я сам стесняюсь свою душу перед ними сразу так брать и раскрывать. Поэтому я даже не буду стесняться, я скажу, что мне 22 года исполняется через неделю. И я все еще девственник. И это, конечно, абсолютная дичайшая несправедливость. Я легок в общении. Я всегда стараюсь быть галантным, но девушки просто меня игнорируют. Ну разве это справедливо? Мне даже ни одна девушка за эти годы не дала даже маленького шанса, чтобы я мог ее завоевать. Им всем нравится, ну даже им не нравится, а почему-то так получается, что девушек завоевывают всякие тупые, ограниченные люди, а девушкам это не нравится. Им нравятся интересные, творческие личности. Вот как я вот талантливый видеограф, фотограф. И это даже, это подтверждено, но после ни одного фестиваля ко мне не подошла ни одна девушка, не попыталась со мной познакомиться. И поэтому я ставлю себе целью в этом влоге перед вами, что на свой день рождения 22-летия я просто сделаю все возможное, чтобы наконец лишиться девственности. Потому что я считаю, что уже настал мой черед. Я должен взять инициативу в свои руки. Мой план такой. Я позову своих некоторых подруг, девушек,
Ну, как подруг. У меня на самом деле не было никогда близких отношений никаких с девушками. Просто знакомых, с которыми пересекался, к себе на день рождения на дачу. Ну и там уже выберу. И я надеюсь, что... Ну, это я не... У меня нет никаких надежд. Это просто мое личное решение, моя личная инициатива. Я в одиночку хозяин своей судьбы. Мне не на кого надеяться, кроме как на себя. Поэтому я даю обещание, что на свой день рождения я лишусь наконец-то девственности. Потому что до этого момента я себя чувствую просто неполноценным человеком. Мне кажется, что мое творчество неполноценное из-за того, что я не имею этого опыта. И поэтому для меня это жизненно необходимо, и я ни перед чем не собираюсь останавливаться ради достижения этой цели. Все-таки я действительно этого заслуживаю, здесь нет ничего постыдного. Это просто пушка, твой очередной знакомый полный дегенерат, живущий в мане мирке, в завышенном ЧСВ и, в общем, он, наверное, уже не знает, что происходит вокруг. Ты зло слишком о нем отзываешься. По-моему, он очень странный. Все это видео просто пропитано каким-то, не знаю, страхом. И полным негативом, вот в чем дело. Парень 22 года девственник, и таким нужно быть. Это скромником. Ну. Он не похож на скромника, вот в чем дело. Ты думаешь, он нас здесь не убьет, не изнасилует? Каков на этот шанс? Я думаю, очень... Нет, он даже нулевой. Я думаю, он просто говорит всякие глупости на камеру и просто красуется сам перед собой. Не знаю. Просто немножечко самолюбования. Я хочу отсюда либо скорее уехать. А последний автобус когда? Ну, по-моему, мы на нем приехали, верно? Угу. Пойдем заберемся в комнате, как бы ничего никому докладывать не будем, и будет вполне нормально. Ну, тут же день рождения, как бы, некрасиво, неприлично. Ты думаешь, его триггернет, если мы уйдем? Ну, я думаю, это будет просто очень невежливо. Но если мы его предупредим, то все будет хорошо? Не знаю, но надо как-то... Нет. Так некрасиво поступать. Нет, давайте останемся. Ничего он не сделает, он же нормальный парень. Со странностями, но вполне адекватный. Ты, как всегда, стремишься всех спасать, по-моему. Я лично действительно хочу спать, и меня эта атмосфера как-то немножко пугает. Может, пойдем, Диан? Угу, надо идти. Не, вы как хотите, я не пойду. Ну, я останусь с ним, может, поговорю немного. Не знаю. Да, он странный, да. Ну, я не думаю, что он чем-то опасен. Вы как хотите. Но вы только дождитесь хотя бы его, потому что уйти, не попрощавшись, это будет, слишком невежливо. Ну, ладно. Хорошо. Ладно. А я пока воспользуюсь моментом и отлучусь в уборную. Затея с днем рождения оказалась совершенно провальной. Все, что я получил, это оскорбление, унижение от этих так называемых девушек, которые на самом деле просто бескультурное быдло. Но это и с самого начала было понятно, что ничего не выйдет. Можно было вообще ничего не делать, просто сидеть, и я бы лучше провел время. Эти девушки просто жестоки,
Я ничем совершенно не вызвал их оскорбления. Они сами демонстрируют свое невежество, что они ничего не понимают в искусстве, в красоте. Ну, теперь-то они здесь, конечно, так что нужно хоть как-то воспользоваться этой ситуацией, даже если это будет означать унижение и присмыкание. Просто так не нужно сдаваться. Ну что, я помылся. Я теперь чистый. Ну, я думаю, мы отправимся спать, так? Да, вполне определенно. Сейчас, девочки, вы докурите и... Но еще только самое начало вечеринки. Я уже устала. Вы должны остаться. Я вас не отпущу спать. Не думаю, что у тебя получится. Ну как же так? Вы все трое пойдете спать? Ну нет, я еще могу потусоваться немного. Хорошо, оставайся. Хотя бы тебе я буду рад. Ну все, спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи. Спокойный. Спокойной ночи. Ну, я не знаю, чего они так рано ушли на самом деле. Ну, ты не переживай в любом случае. Я не переживаю, нам еще с тобой будет весело. Пойдем. Я хочу пригласить тебя на танец. Спасибо, но я не танцую. Не нужно ломаться. Пойдем. Я приготовил этот танец специально для нас. Не-не, я вообще не танцую, вообще. Это отличный танец. Я его придумал, когда слушал эту песню один. Это группа «Розовое гетто» из минского эзотерического андеграунда. Никогда не слышала. Давай я хотя бы тебе покажу танец, а ты постоишь рядом и попробуешь повторить за мной. А можно я просто посмотрю? Давай встанем, выйдем на танцпол, я буду танцевать, а дальше ты, если захочешь, то присоединишься. Ну, хорошо, но я просто постою. Но я думаю, тебя этот танец покорит. Пойдем. Как тебе мой танец? Очень своеобразный. Присоединяйся. Спасибо. Это даже скорее не танец, это перформанс. Пожалуй.
Дима, ты в порядке? Нас уже ждет теплая постель на двоих. Я думала вообще, что я буду спать отдельно. Ну зачем тебе спать отдельно? Ты что, брезгуешь? Тебе будет холодно отдельно спать. Не-не-не, мне не будет холодно. Можно я тапочки возьму? Бери. Если ты хочешь спать отдельно, то тебе нужно самой полезть на чердак. Зачем? Потому что там хранится постельное белье, а я боюсь туда сам лазать еще с детства. А где я его там найду? Ну ты увидишь, там справа. А мне не нужен фонарик? Там есть свет, выключатель на входе. Ты тут точно? Я тебя подожду я тебя снизу. скину. Сильнее, сильнее. Дима! Дим! Что? Люк заклинило. Ну его заклинивает иногда, дергай сильнее. Я дергаю. Дергай сильнее. Мне нужно тоже.
Мы могли бы уединиться, выпить чаю. Ну, можем, в принципе. Только давай потом спать сразу, ладно? Этих котов я сломал, когда был помоложе. Понятно. Кстати, мы посмотрели твой видеоблог, там, где ты рассуждаешь о себе, женщинах. Да, я знаю, что вы посмотрели, но я не собираюсь отказываться от своих слов. Я там говорил честные, искренние вещи. То есть ты там все говорил серьезно? Это вот серьезно твое отношение к всему? Да, это все правда. И ты действительно считаешь себя лучшим мужчиной? Я такого не говорил, но я уж точно получше, чем 90-95% всех мужчин. Все эти быдлосы неотесанные. Неужели ты думаешь, что я не вхожу хотя бы в топ-5 мужчин? В топ-5%? О, не знаю, не прикидывала. Но мне кажется, это немножечко завышенное. Ну, это всего лишь твое мнение. Но тем не менее. Возможно, ты просто не в теме и не можешь понять. А большинство девушек бы скорее увидело во мне джентльмена и привлекательную личность, с которой она могла бы интересно проводить время. Другое дело, что девушки на меня даже не смотрят дважды, поэтому и не видят этого. Ты не думал, что проблема в тебе, а не в девушках? Во мне нет никакой проблемы. Я талантливый фотограф. У меня есть все манеры настоящего джентльмена. Я обеспечен, я галантен. Короче, идеальный, да? Я не идеальный, но я близок к идеалу. Я, по крайней мере, стремлюсь к идеалу. А большинство людей просто неотесанные мужланы, с которыми даже не приходится говорить. Я бы побоялась говорить за большинство все-таки. То есть ты считаешь, что я точно такой же, как и большинство мужчин? Не знаю, я не сравниваю. Я могу говорить только за то, что я вижу, слышу от тебя. И пока твоя оценка мне не кажется адекватной. Почему ты не можешь ко мне относиться просто хотя бы с уважением? Я Почему обязательно меня оскорблять? Они оскорбляют тебя. Ты меня назвала неадекватным только что. Я сказала, что твоя оценка не совсем адекватна. Оценка чего? Оценка девушек, реальности, того, что тебе все должны, потому что то, что девушки с тобой не знакомятся, это неправы девушки. Я не говорю, что это они неправы, это просто вселенская несправедливость, что у меня есть целый образ, но неужели ты не видишь здесь несправедливости, что за 3 года учебы в университете ни одна девушка на меня не посмотрела дважды? Я думаю, ты просто утрируешь. Это во-первых, а во-вторых, у всех людей складывается по-разному. Если у тебя не сложилось до сих пор с девушками, то это просто повод подумать. Поискать все-таки какие-то проблемы в себе, пусть и близкому к идеальному мужчине. То есть ты признаешь, что я близкий к идеалу мужчина, Нет, но ты считаешь, что все хорошо, что в 22 года я все еще девственник? То, что ты девственник 22 года, это вообще ничего не значит. Я так и не поняла, почему ты привязался к этой цифре, и в чем вообще критичность этого факта лишиться девственности. Почему я привязался к этой цифре? Я просто решил сейчас, тут нет никакой связи с этой цифрой, я просто решил сейчас уже взять судьбу в свои руки и наконец-то продвинуться вперед, потому что меня гложет чувство, что я упускаю близость мужчины, близость с девушками, когда другие мужчины ее имеют тогда, когда захотят. А я лучше, чем эти мужчины. Угу. Поэтому ты позвал меня и моих подруг к себе на дачу. Но я, по крайней мере, что-то сделал. И ты действительно рассчитывал, что с кем-то из нас у тебя произойдет близость. А скажи, а что вот мешает нам двоим, например, сейчас поцеловаться? Как тебе сказать, Дима, все мешает, потому что, поцеловаться сейчас, да и в принципе потом, это немного нереально. Видишь, ты опять выпал. Понимаешь? Не знаю, все гораздо сложнее. То, что я нахожусь здесь, это еще ничего не значит. Ты не можешь от меня ожидать чего-то и требовать.
Мы не можем поцеловаться не сейчас, а потом. И вообще, мне кажется, это слишком плохой диалог, и нужно скорее ложиться спать. Нам не о чем разговаривать, я уже все поняла. Ты, мне кажется, тоже. Ну ты вообще точно уверена, что ты не пожалеешь, что упустила такого мужчину, как я? Может быть, ты просто стесняешься своих подруг или бессмысленно ломаешься? Дмитрий, Может быть, ты дашь мне еще один шанс? Дмитрий, разговор на сегодня окончен. Спокойной ночи.
Ах.